Как жену-то твою зовут? Изабелла. Изабелла. Скажу, Изабелла, он помнил о тебе до последней минуты. Боливия – это почти на краю света. Из Европы сюда практически нет прямых рейсов, и надо лететь через Колумбию, Перу или Чили. Столица Боливии Ла-Пас похожа на огромный людской муравейник на высоте почти 4000 метров. Это самая высокогорная столица в мире, где главный вид транспорта – разветвленная сеть канатных дорог, эдакое небесное метро, которое перевозит до 300 тысяч пассажиров в день. Как бы вам ни хотелось познакомиться с этим невероятно колоритным городом, несколько часов пребывания на такой высоте гарантируют все симптомы горной болезни – одышку, тошноту и нестерпимую головную боль. К сожалению, лучшее средство от этого – поскорее отсюда улететь. «40 минут лета, и вы уже в тропиках». Небольшой городок Руренабаке можно назвать воротами в дикий мир боливийской Амазонии. Множество туристических агентств здесь предлагают экскурсии в сельву и пампасы. Сельва – это джунгли, населенные обезьянами и ягуарами, а пампасы – заболоченные травянистое пространство, где можно наблюдать птиц, кайманов, капибар и теоретически даже повстречать анаконду. Вот отсюда, из речного порта Руренабаке, вдохновляемые скульптурой местного рыбака, мы, 4 рыболовов, гид и 7 помогавших нам индейцев, отправились в надежде поймать золотую дораду, грозного хищника горных рек, которую иногда называют речным тигром. Вскоре мы свернули в приток большой реки. Вода заметно посветлела, но буквально через каждые 100-200 метров приходилось преодолевать речные пороги. Это была очень красивая и дикая река, на берега которой, казалось, еще не ступала нога человека. И так мы плыли 2 дня, пока не достигли гор. Дальше лодки пройти не могли, и нам предстояло в течение нескольких дней подниматься по реке пешком, одновременно ловя рыбу. За нами шли индейцы с вещами и пропитанием, каждый вечер разбивая лагерь на новом месте.
страшно. The fishing was still fantastic. Это была фантастическая рыбалка. Это очень бойкая рыба. Большая и целиком выпрыгивает из воды. А какую самую большую ты поймал? Ну, вот такую. Кажется, гид оценил примерно в 16 фунтов. Что-то около 8 килограмм. Это если брать самую крупную. 3 рыбы были такой же величины, остальные поменьше. Second dorado for the morning, 7 strikes all up. Starting to be a great morning. Not only are they acrobatic, Она не только прыгучая, но и бесстрашная, и очень агрессивная. very aggressive. There were two Было 2-3 случая, когда мы вываживали пойманную дораду или другую рыбу, и она плескалась прямо у наших ног. В это время подплывали другие дорады и старались выхватить приманку у нее изо рта. 2, 3, 4 других дорады плавали вокруг нее кругами, стараясь отобрать приманку. Раньше я такого никогда не видел. Еще один речной хищник, ятарана, попадалась на крючок гораздо чаще дорады, и ее не жалко было оставить себе на ужин. А вот без этой рыбы, которую, видимо, не доел какой-то зверь, дорады в реке вообще бы не было. Эта рыба называется сабало. На спиннинге ее не поймать. Вон у нее какие губы. Она обсасывает ими камни на дне реки. Этим и питается. Этих рыб здесь очень много. Сабало ходит большими стаями и является основной пищей золотой дорады. Где нет сабало, там нет дорады. Целыми днями мы шли вверх по каменистой реке, часто переходя ее вброд, а в глубоких местах переплывая на резиновой лодке. Хождение по камням было хорошим физическим упражнением, и вечером мы возвращались усталые и мокрые. За ночь, конечно, одежда не высыхала. Ты мужчина в расцвете сил. Было ли трудно тебе? Вот эта река, она трудная была или нет? Да, это был военный лагерь. Каждый шаг мог закончиться инвалидностью, травмой или синяками. Так оно и было. Я съехал на заднем месте с большого камня, ободрал локти. Хорошо, что у меня были хорошие ботинки. Вот такие вот ботинки на фетровой подошве и с шипами позволяют уверенно ходить по камням. Внутри неопреновый носок, чтобы ноге было тепло. Ну и желательно иметь наколенники, чтобы не разодрать штаны. А сколько дорад ты поймал? Одну. Фото только с одной. И одна убежала. Нет, 10 убежало. 10 убежало дорад? Ну так здорово, уже хорошо. Или больше. Так стоило ехать на край света, рисковать здоровьем, Чтобы увидеть джунгли, увидеть рай. да? Это рай? Думаю, что рай. Это как посмотреть. Может быть и ад. Если сломаешь ногу, то ад. Если ты здоровый и сильный, то рай. Ну а поймать дораду, это тоже цель была или нет? Нет, не только. Это была моя вторая цель. Первой целью было увидеть джунгли. Угу. И почувствовать, как это на самом деле. Как выглядит рай, нетронутый рукой человека.
Вода в реке была настолько чистой, что ее можно было пить. Желательно, конечно, через фильтр, уничтожающий все бактерии и вирусы. Есть разные системы водяных фильтров для туристов, и это прекрасное изобретение, благодаря которому питьевая вода у вас всегда под рукой. Единственное, что нам досаждало в этом раю, были вездесущие мошки. Они беспощадно кусали во все открытые места тела и пропадали только после захода солнца. Особенно страдали кончики пальцев, на которых плохо держался репеллент. А на четвертый день хлынул дождь. Вскоре выглянуло солнце, но вода в реке поднялась, и переходить ее вброд стало опасно. А ночью дождь пошел снова. Так выглядит наш лагерь на утро после дождя. Вода поднялась еще выше и помутнела. Дальше мы пока продвигаться не могли. Однако наши индейцы даром времени не теряли и выуживали одну за другой крупных ятаран. Но какой рыбак будет спокойно на это смотреть? Конечно, мы тоже забросили удочки, и результат не заставил себя долго ждать. В отличие от ятаран, дорада была с почетом отпущена на волю. На завтра погода подарила нам еще один прекрасный день рыбалки, и мы приблизились к большому водопаду, за которым, по слухам, были самые рыбные места. Однако ночью опять пошел дождь. Габриэль. Приятного аппетита. Ładna pogoda. А что тут у индейцев? О, ятарана. Ятарана. На самом деле все оказалось не так страшно, и после обеда, натянув на себя мокрые вещи, мы собрались штурмовать водопад. Вся рыба наша сегодня. No все. И самые большие. Большое czy большие? Ты бы второй раз пошел на этот водопад, поднялся бы. Пошел бы, если бы мы были не такими уставшими и вышли пораньше. Иначе нет, потому что это опасно. Опасно? Очень опасно.
Габриэль таки поймал в тот день свою дораду, однако до рыбных мест за водопадом мы так и не дошли. Было уже поздно, и надо было вернуться в лагерь до наступления темноты. Я бросил последний взгляд на это ущелье. Ночью в горах прошел сильный дождь, и наутро вода была шоколадного цвета. Это означало конец нашей рыбалки. Нам ничего другого не оставалось, как вернуться домой. Ходить по такой мутной воде было очень тяжело, так как камней не видно, и их приходилось нащупывать ногой. Ну а сплав на лодках по раздувшейся реке, хоть и был немного экстремальным, но прошел благополучно. На обратном пути я вспоминал наши приключения и тот водопад, который вместе с нами преодолевали рыбы. Наверное, в человеке, как и у рыб, тоже заложен инстинкт, неудержимое стремление вперед, и преодолев один водопад, мы вдалеке уже видим новый.